Ребята, привет! Мое имя Ирина и мой канал Russian to the World. И сегодня я хочу вам представить мою хорошую подругу, которая приехала из России и хотела бы обсудить тему, которую предложил один мой подписчик. Конечно же, всем иностранцам интересно, какие они русские женщины. И сегодня мы спросим у эксперта, у русской девушки, которая приехала из России. Привет, Ирочка! Привет, Ирочка! Мы с тобой две тезки, и наши страны друг другу очень близки. И большое спасибо, что ты меня пригласила на это замечательное интервью. Вопросы о менталитете, характере и так далее, как всегда, глубоки. И я надеюсь, что твои подписчики понимают, что все, о чем мы сегодня будем говорить, нельзя применить каждой русской женщине. Мы просто постараемся найти какие-нибудь усредненные черты характера. Итак, мой первый вопрос. Как всегда, все мои знакомые иностранцы считают, что все до одной русские девушки очень красивые. Это правда, Ира? Как эксперт в этой области, я, конечно, хочу сказать, что это правда. Но давайте поговорим об этом серьезнее. Красота – понятие очень субъективное. Например, девушка небольшого роста, но с милым лицом, худенькая, она будет считаться красивой? Ответ – да. Либо другая девушка, противоположность, с пышными формами или высокая, она будет считаться красивой? Конечно, да. В России можно сказать, что девушки очень разнообразны. У нас есть разные типы внешности. Брюнетки, блондинки, серые, голубые, черные глаза, серые, голубые, черные волосы и так далее. Даже фиолетовые волосы бывают. Даже фиолетовые волосы, да. Но и для каждого человека, точнее, нет, и каждая девушка по-своему красива. Каждая девушка любой страны обязательно будет красива, когда она найдет своего собственного ценителя красоты. Вот, это то, что я хотела сказать, что девушка красива для того мужчины, который ее любит, это самое главное. Конечно, в целом про славянских девушек и про украинских, и про русских можно сказать, что можно подобрать много других прилагательных, например, милая, привлекательная, притягательная, очаровательная, миловидная и так далее. Хорошо, спасибо. Итак, следующий вопрос, который я хотела задать, это хозяйственны ли русские девушки? Все считают, что русские девушки, женщины очень домовитые. Они любят готовить вкусные блюда, любят убираться в квартире, заботятся о своих детях, муже. То есть они хранительницы домашнего очага. Правда ли это в современном мире? В основном, да. Русские женщины довольно домовиты, и для них устройство дома – это очень важный вопрос. Особенно, если мы речь ведем о женщинах, которые родились и выросли в Советском Союзе. Настоящее поколение женщин становится немножко свободнее, и это нормально, в этом нет ничего плохого, потому что идет время, общество развивается. Но как только молодая девушка в настоящий момент обзаводится семьей, муж, ребенок, она неизменно возвращается к ведению хозяйства, и это очень ценится у своей семьи, у родителей и так далее. Быть хорошей хозяйкой очень важно. Да, недавно мой один студент спрашивал меня, правда ли это, что русские мужчины остаются сейчас дома с детьми, они готовят кушать в то время как, то есть убирают, готовят кушать, смотрят за детьми, в то время как жены работают, зарабатывают деньги. Есть ли такие семьи в России? Есть, конечно, но мне кажется, это все еще не типичный случай. Потому что, хорошо, женщина в настоящий момент играет большую роль в обществе, как в общем и всегда, и занимает часто высокие позиции. И это хорошо, когда между мужем и женой есть взаимопонимание. Может быть, это феминизм, как ты считаешь? Я лично, как истинная, может быть, русская женщина, отношусь к этому немного скептично. Мне кажется, что женщина не должна требовать абсолютного равенства. Это неправильно. Разве это неприятно, когда мужчина открывает перед тобой дверь, отодвигает стульчик за тобой в ресторане, ведет машину,
и старается сделать что-то для тебя любимой. Мне кажется, это очень приятно. Дело в том, что феминизм, мне кажется, сейчас представляется как новое течение, а на самом деле в истории все повторяется. В России феминизм возник в определенной форме 150 лет назад, когда женщины, дворянки захотели получать высшее образование наравне с мужчинами. И университеты взрастили очень много хороших образованных женщин в области химии, медицины и так далее. То есть уже тогда женщины начинали бороться за свои права. Я думаю, что в феминизме нет ничего плохого, просто сейчас очень многие люди к нему относятся как к чему-то негативному. Какому-то вражескому даже. Какому-то даже вражескому. А феминизм на самом деле это всего лишь, когда женщина хочет быть уважаемой. Однако феминизм со знаком минус действует до первого правильного мужчины, как ты правильно сказала. А как вообще, например, если сравнить процентное соотношение женщин и мужчин, которые стоят на верхушке, да, например, управляют, да, директора, менеджеры. Сколько женщин сейчас в России занимают такие высокие посты? Есть такое мнение, что женщины управляют всеми процессами в нашей стране. Причем не только в семье, но и занимают высокие должности в государственных структурах, ведут большие корпорации вперед. Однако все еще, мне кажется, их меньшинство. Я считаю, наверное, 60-40%. Потому что действительно больших структур гораздо меньше, чем, допустим, школ, больниц, фирм по закону, юридических фирм, я имею в виду, да, где во главе чаще всего стоит женщина. Да, еще один вопрос, который как бы назревал у меня очень долгое время. Как ты считаешь, если бы все президенты всех стран были женщины, была бы в мире война или нет? Мне кажется, женщины склонны к миру, к спокойствию, не знаю, как-то более мягко, может быть, будут руководить. Что ты думаешь? Мне кажется, что я никогда не думала по поводу этого. Мне кажется, войн было бы меньше, да. Потому что каждая женщина, каждая русская женщина, да, так или иначе связывает вопрос войны с семьей. А семье война не нужна. Женщине гораздо легче понять, что в войну пострадает семья, дети, родственники. Семьи как таковой не будет. Это очень больно. Поэтому я считаю, что найдутся другие пути, как бы договориться с другими странами, чтобы с минимальными потерями вернуться к миру. То есть, ребята, ждите на следующие выборы. Мы с Ирой баллотируемся в президенты. Ирочка, нас смотрят столько иностранных мужчин. Это правда, что все русские женщины хотят выйти за иностранца? Я думаю, что возможность выхода замуж за иностранца всегда есть. Но у нас в России есть очень хорошая поговорка, которую знают абсолютно все. Замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть. Да. У меня вопрос к твоим подписчикам. Они могут оставить свой ответ в комментариях под нашим видео. Скажите, пожалуйста, друзья, вы когда-нибудь были в каком-нибудь русском городе? Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Сочи и так далее. И посмотрели ли вы, если были, на этот город со стороны инфраструктуры? Как работают больницы, где находятся школы, как организован транспорт и так далее. И вопрос такой, чего у нас в России нет? Того, ради чего ее оставлять и уезжать. У нас в стране есть все для того, чтобы любой человек чувствовал себя счастливым. Всегда. Поэтому я к чему это веду? Поэтому, если девушка принимает решение выйти замуж за иностранца, то должна быть очень веская и серьезная причина. Для кого-то это невероятная любовь. Бывает же такое. Для кого-то карьера, кому-то нравится природа другой страны, кто-то всю жизнь мечтал эмигрировать в другую страну.
И если мужчина и женщина чувствуют себя хорошо с одной из этих причин, то совет им да любовь, почему нет? То есть любовь, дружба народов, все это объединяет людей. Следующий вопрос, который интересует моих друзей, студентов, подписчиков, это каких мужчин любят русские женщины? Что они ценят в мужчине для того, чтобы влюбиться, завести семью, детей и жить полной жизнью? Вот ты сейчас перечислила, наверное, самые главные ценности русского общества, я уверена, и украинского общества. Это любовь, семья, забота друг о друге. Если мы говорим о мужчинах и женщинах, русская женщина, она очень жертвенна. И она готова отдать всю себя семье, мужу, детям. И от своего мужчины она, конечно же, ожидает того же самого. Поэтому какие мужчины нравятся? Решительные, ответственные, те, которые готовы принять ответственность за ведение и развитие семьи, а не только все женщина на своих плечах. Ведь такие примеры тоже есть, их очень много. С хорошим чувством юмора. А это правда, что русским женщинам, так как они в основном все белокурые, нравятся темноволосые, смуглые мужчины, да? Вот я видела пары, такие как блондинка, да, например, русская девушка и мексиканец или бразилец, да? То есть, как ты считаешь, это закономерно? На этот вопрос я отвечу так. Друзья, русские женщины эмоциональны и горячи, а русские мужчины в основном серьезны и холодны. Выводы делайте сами. Приезжайте и женитесь в Россию. Также существует мнение, что русские женщины обожают дорогую жизнь. То есть они покупают дорогие вещи, любят кататься на дорогих машинах, ходить в дорогие рестораны. И если у вас нету денег, вам не по карману русская женщина. Отвечу, друзья, таким образом. Когда я перечисляла качества мужчины, которые нравятся русской женщине, я ни разу не упомянула два качества – красивый и богатый. Я ни разу не сказала, что мы предпочтем богатого мужчину. Это вовсе не обязательно. На самом деле большое количество девушек готовы начинать и идти свой путь с самого начала с мужчиной, даже если он на данный момент не богат, но вместе достичь с ним определенного достатка. Этот союз был бы просто самым крепким, и они бы, эти ребята, так бы гордились друг другом, что вместе просто на века. Это естественно. Однако, тот тип девушек, о которых говорит Ира, есть не только в России, но и в любой стране. Поэтому, ребята, если вы смотрите это видео с целью познакомиться с русской девушкой, и для того, чтобы создать семью, вам необходимо самим держать голову на плечах. Такие девушки, как их называют голддиггеры, есть буквально в каждой стране. Просто потому что от хорошей жизни-то кто откажется? Просто потому что все считают, что жить богато – это легко, приятно и весело. Не нужно ничего делать, нужно выйти за богатого замуж, и все будет отлично. Но на самом деле это не так. Главное – душа, сердце и гармония в отношениях. Я абсолютно в этом уверена. Итак, ребята, спасибо большое за то, что вы смотрели нас. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо, Ирочка, за интервью. И рада буду тебя видеть в следующий раз. Спасибо большое, и тебе тоже. Ответ номер 2 сначала. В основном, да. И так и смотрит так. Микрофон. Правда ли это?